Всем привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим о вещах дома. Несколько лет назад я осознал, что дома стало слишком много вещей. Свалка, просто свалка. Не мусора даже, а вот простых, человеческих, нормальных, рабочих вещей. Когда-то купленных за деньги, за большие или за маленькие. И ситуация такая, что выкинуть жалко, хранить тяжело, и квартира, в принципе, не бесконечная. И я пришел к мысли даже, что мне наконец нужно разобраться, что из этого действительно нужно, а что я держу просто потому, что жалко расстаться. Это видео про отношение к вещам. Лично мне всегда было тяжело что-то выбрасывать, потому что за любой вещью я вижу не просто предмет, а деньги, труд, материалы, иногда собственные ожидания, мечты. Но со временем у тебя появляется какой-то опыт, и ты приходишь к решению, что хранить все подряд — это тоже плохое решение. Именно поэтому я и хочу разобраться, почему же нам так трудно отпускать вещи. Чтобы понять, что происходит с нами сейчас, нужно сначала вдуматься и понять, какие установки вообще у нас есть. Давайте для простоты разделим установки на универсальные человеческие, которые присущи абсолютно всем людям, и локальные, которые влияют на нас благодаря историческому контексту. Поговорим сначала о локальных. Эти установки всегда обычно закладываются нам в юности. Их передают нам наши родители, люди уже, которые прожили какую-то жизнь, накопили опыт, понимают, как по их ощущению нужно выживать и жить в этом мире. Поэтому, если мы хотим понять, почему у нас лежит дома так много вещей, почему их нам жалко выбрасывать, нужно посмотреть на жизнь наших мам, пап, бабушек, а значит, нам снова приходится возвращаться куда? Правильно, к нашему советскому наследию. Давайте вернемся. В СССР долгое время существовала плановая экономика, где все распределялось из единого центра. Но все это проходило в эпоху слабой компьютеризации, медленной обратной связи и очень ограниченных инструментов учета реального спроса. При этом сама жизнь стремительно усложнялась. Строились новые фабрики, больницы, школы, появлялись новые материалы, технологии. Очень быстро менялись потребности людей. Экономика была гигантской. Товаров требовалось огромное количество, логистика была сложной, а точно понять, что именно и в каком объеме нужно людям, было крайне трудно. Поэтому дефицит был не случайной ошибкой, а одной из структурных черт этой системы. Товаров не хватало не потому, что у людей не было денег, а потому что система плохо справлялась с точным распределением и своевременным производством нужных вещей. Важно понять, что дефицит в бытовом смысле — это не обязательно пустой магазин без ничего. Дефицит — это ситуация, когда товар появляется редко. Его нужно ловить, когда он есть только в одном варианте и плохого качества. Или когда его получение требует очередей, талонов и долгого ожидания по спискам. Для простого человека это выражалось очень конкретно. Пустые или полупустые полки. Нестабильный ассортимент, очереди, талоны, списки ожидания. И вот здесь очень важно посмотреть не только сам дефицит, но и на то, как он влиял на отношение к вещам. Это же в нас закладывается. Когда вещь достается трудно, она перестает быть расходником, она становится ценностью. И ты уже не можешь сказать: да куплю новую завтра. Просто потому, что такой вещи может быть ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц, ни через год, даже если у тебя есть на это деньги. Условно, если ты съездил на север, заработал, хочешь купить автомобиль, одних денег все равно недостаточно. Тебе еще нужно отстоять очередь, и, естественно, когда ты наконец получал такую вещь, ты начинал за ней следить максимально внимательно. Продлевать ее срок службы, насколько это возможно. Она же тебе досталась очень трудными усилиями. Для людей сначала это была просто вынужденная стратегия. Если вещь удалось достать, ее берегли, чинили, старались продлить ей жизнь. Но со временем это переросло. Это перестало быть просто реакцией на дефицит и превратилось в нормальный способ обращаться с вещами. Именно так эта логика потом передавалась и дальше. От старших к младшим и так дальше по цепочке. Это хорошо еще видно по одежде. Вещи носились долго, их жизнь продлевали, их не воспринимали как что-то одноразовое. Эта логика передавалась не только через семью, но даже через более широкую среду. Через книги, кружки, уроки труда, через все, что учило делать что-то руками, чинить, перешивать, сохранять. Это было везде. Ребенок, например, приходит домой и видит вокруг весь этот мир. Антресоли, коробки с тканями, запасы, ящики, дачи, куда уезжают старые вещи и продолжают там храниться.
И все это откладывается у нас на подкорке. Это становится прям такой естественной нормой обращения с вещами. И, наверное, главную мысль, которую нужно здесь уяснить, это неплохо. Это данность. Это вот как раз локальные установки. Та структура, то общество, в котором мы росли. Как пример еще приведу. Если, например, взять мою семейную линию, то у меня, например, бабушка родилась в 1940-х годах. Она выросла в послевоенной стране и уже входила во взрослую жизнь в 50-х и 60-х. Для ее поколения вещь была не просто одной из опций. На нее нужно было заработать. Но даже этого было мало. Ее нужно еще было добыть, сохранить и продлить ей жизнь. И до сих пор, если с ней пообщаться, она рассказывает, как радовалась, когда они с дедушкой смогли купить свою первую мебель. И до сих пор ее хранит. Это такой маленький коричневый шкафчик, который тогда для них был настоящим событием. Мама, дальше родившаяся в 1970-х годах, росла уже в более насыщенном мире. Она унаследовала от своей матери не сам дефицит как экономическую реальность, а отношение к вещи. Хорошее не выбрасывать, рабочее беречь. То, что еще может послужить, не отпускать просто так. Я же, родившийся в 1997 году, вырос уже совершенно в другой экономике. У нас начали появляться массовые потребительские товары. И мы довольно быстро вошли в логику изобилия. Перешли от мира, где многие вещи было трудно достать, к миру, где во многих категориях предложение стало огромным, а выбор просто чрезмерным. Иногда ты не знаешь, что выбрать из линейки шампуней. Этот переход произошел потому, что производить стало гораздо дешевле и проще. Мы, как человечество, как цивилизация, сильно продвинулись в микроэлектронике, автоматизации, настройке станков и организации производства. Так что сегодня, в отличие от тех времен, один человек может сделать то, для чего раньше требовалось много людей. Но внутри человека все перестроилось не так быстро. И в этом, как мне кажется, главный конфликт. У нас рынок уже живет по логике изобилия. Огромное количество вещей. А внутри нас еще все живет логика дефицита. А почему так? А потому что у нас есть внутренний код. Потому что, несмотря на быстрые изменения мира и на то изобилие, которое я уже видел, учили меня все равно бабушка и мама, которые выросли в совершенно других временах. И это записывается где-то глубже. Даже если ты видишь уже другую реальность, то, в чем ты растешь, все равно остается внутри, на подсознании, на подкорке. Именно вот так работают локальные установки. Они навсегда въедаются в наш код. Что бы мы ни делали, эта часть нас все равно нас никогда не отпустит. Это всегда стоит помнить. Теперь давайте поговорим с другой стороны, об универсальных человеческих установках. У нас перепроизводство. Но человек у нас сейчас не начал жить по логике «купил, выкинул». Потому что вещь, какой-то материальный предмет, для него это еще не просто функция, которую эта вещь исполняет. Через вещи выстраивается наше ощущение себя. Они становятся частью того, как мы видим себя, как рассказываем свою жизнь. Поэтому выбросить вещь — это не всегда просто убрать предмет. Иногда это как будто отрезать кусок собственной истории, своего вкуса, какого-то будущего, может, прошлого периода жизни. Эмоции и воспоминания очень сильно цепляются за материальный предмет. И вещи для нас упакованы не только ее свойства, но еще и деньги, время, усилия, ожидания. На бытовом уровне это работает очень сильно. Я же за это заплатил, это же еще нормально. Я же брал это под проект. Вдруг пригодится. Например, у меня лежат рыболовные снасти в большом количестве. И я храню не столько сами снасти, а сколько возможность и мысль о том, что я когда-нибудь все-таки пойду на рыбалку, поймаю вот такую щуку. А еще моя любимая. Я же так ради этого долго работал. Это же так ценно. На вид, когда начинаешь продавать, это, конечно, не ценно вообще никак, но мы так думаем. Давайте еще попробуем порассуждать, где мы обычно храним вещи. Современная квартира и дом даются нам очень дорого. Это технологическая постройка с утеплением, коммуникациями, инфраструктурой вокруг. Это не сарай и не склад, это прям дорогое пространство для жизни человека. Если посмотреть на Москву, то в марте 2026 года цены на квадратный метр жилья в новостройках достигали примерно 703 тысячи рублей. Получается, что 2 квадратных метра, занятых хранением вещей, это уже пространство стоимостью примерно 1,5 миллиона рублей.
а 3 больше 2 миллионов. И даже если смотреть не на покупку, а на аренду, логика остается довольно жесткой. Кроме этого, если отходить от денег, у нас есть еще психологическая сторона. Захламленный дом чаще является стрессовым, а не восстановительным пространством. Наша квартира должна быть местом сна, отдыха, общения, концентрации, близости, восстановления. И когда мы начинаем использовать каждый метр как склад, мы фактически платим жилой ценой за складскую функцию. Зачем? Я в принципе и сам такой, который обожает складировать вещи. Но когда начинаешь про это думать и размышлять, и задавать себе вопрос «зачем?», «почему?», то становится прямо немножко не по себе. Раз мы уж с вами обсудили и понимаем, что хранить дома вещи не вариант, вещи нужны, свалки не хочется, то давайте попытаемся ответить на вопрос «а что делать-то с этим?». Во-первых, важно точно понять, не всякая накопленность – это проблема. Много вещей может быть просто стилем жизни и семейной нормой, памятью. Проблема эта становится тогда, когда из-за вещей пространство, в котором вы живете, перестает нормально использоваться. Вот ключевая мысль. Вы начинаете об этом постоянно думать. У вас появляется стресс, чувство вины, а попытки расстаться с вещами вызывают заметный дискомфорт. При этом где-то это может быть субъективно, а где-то уже вполне объективно. И где проходит эта граница в большей степени – решать, конечно же, вам самим. Поэтому первый шаг – не пытаться сразу взять и все выбросить, а понять, есть ли вообще реальная проблема. Это можно немножко развернуть и задать себе 3 вопроса. Давайте это сделаем. Во-первых, дом, в котором вы живете, еще выполняет свои функции или нет? Он, например, остается пространством для отдыха. Второе могу сформулировать как «мне спокойно, а мысли о своих вещах или я постоянно чувствую их фоном». И третий, финальный – если так и все останется еще на 3 года, меня это устроит или же нет? И дальше появляется важная цель. Не избавиться от вещей любой ценой, а вернуть дому его функцию. Это, по сути, и есть ключевая перестройка. Когда человек ставит цель выбросить как можно больше, очень часто включается защита. И защитой становится вина и сопротивление. А когда цель звучит как «я хочу, чтобы кухня снова была кухней, а не местом нагромождения», я хочу нормально пользоваться столом. Хочу, чтобы спальня была местом отдыха, а не хранением. Самому мозгу намного проще воспринимать изменения. И вы не боретесь с вещами как с фактом. Вы возвращаете себе пространство. То есть у вас цель – вернуть пространство. На бытовом языке это может звучать так. Я не хочу просто меньше вещей. Я хочу, чтобы дома было легче дышать, чтобы ребенок мог играть, чтобы мне не было стыдно приглашать людей в свое пространство, чтобы я сам чувствовал себя в нем уверенно. Уверенно, кстати, вот очень крутое слово. Желательно сразу не замахиваться на весь дом, а выбрать одну функциональную зону. Не разбирать, например, всю квартиру целиком, а начать только с кухни. То есть никакого генерального расхламления, только по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Повторяем и повторяем. Еще важно обязательно посмотреть, какое количество вещей вы продолжаете докупать. Если вы продаете, отдаете или оставляете одно, но при этом покупаете огромное количество новых и часто таких же вещей, то ни к чему хорошему это не приведет. Это называется шопоголизм, и с этим нужно идти к психологу. У меня есть такая проблема, одна, наверное, из самых ярких. У меня дома лежит мешок с кулонами для эфирных масел. Я пытался их выбросить, хотел раз 5-10, но в итоге так ни к чему не пришел. Почему? Потому что каждый раз оказывалось, что эти вещи у меня связаны с воспоминаниями, с куском детства. Я вспоминаю, как каждый год ездил в Крым, как ребенком мы там покупали эти кулоны, эти пионерлагеря, дискотеки, как мы бегали с девчонками в конце концов. И каждый раз для меня это болезненно отзывается, как будто я боюсь это выбросить. Для меня это предательство. Предательство своей памяти, воспоминаний. И здесь важно правильно понять. На самом деле, если отследить все человеческие паттерны, то оказывается, их не так уж и много. Условно, 8 штук. Первый у нас это полезность. Вдруг пригодится. Во-вторых, это все, что связано с деньгами, трудом, ресурсами. За это заплачено, нужно истратить до конца. Вот наше все любимое. В-третьих, вещь как память, кусок нашего прошлого. В-четвертых, это идентичность, вещь, которая определяет меня, юбка, например. В-пятых, будущее. Под проект, потом, когда-нибудь я схожу на рыбалку, вот это вот все. В-шестых, это отношение, вещь подарена от члена семьи. В-седьмых, это вещь просто красивая, красота. И, наконец, восьмое, это не сама вещь, а это трудность принять решение о ней.
И давайте по-быстрому посмотрим, что делать с каждым пунктом. Начнем с первого. Вдруг пригодится. Для меня, на моем опыте, это обычно провода, крепеж, коробки, запчасти. Когда мы думаем, вдруг пригодится, мы храним не столько вещь, сколько чувство запаса, безопасности, возможность не покупать заново. Иногда это реально становится избыточным. Я, например, бывает храню зарядки, которые использовались только в 2010 году. Просто потому, что вдруг пригодится. Что с этим делать? Нужно задавать себе вопрос. Я могу назвать конкретный сценарий, где мне нужно? Это мне реально нужно? Если конкретного сценария нет, то, вероятно, вещь хранится ради абстрактной безопасности. Оставляем только то, для чего есть понятное устройство и понятная задача. На всякий случай и про запас тоже можно оставить 1-2 экземпляра. Но все устаревшее, непонятное, без пары, без устройства убираем. Оно вам не нужно. Второй пункт. За это заплачены деньги или это кто-то уже произвел? Это тоже один из моих любимых кейсов, вот просто самых любимых, я обычно так думаю. Что мы на самом деле храним, когда так думаем? Во-первых, уважение к чужому труду, конечно же. Во-вторых, нежелание признавать потерю. Вещь мы уже купили иногда задорого, а теперь она нам не нужна. И в-третьих, можем даже хранить протест против бессмысленного перепроизводства. Опять мой кейс. И здесь важно понять простую вещь. Деньги-то уже потрачены, труд уже произошел. Хранение в шкафу не возвращает ни то, ни другое. Поэтому частый путь здесь такой: если вещь реально может послужить дальше, передать ее. Если нет, не превращать квартиру в музей мирового перепроизводства. Это не ваше. Ходим к третьему. Память, тоже мое любимое. Кулоны из Крыма, детские вещи, билеты, открытки, сувениры. В этом случае мы храним не предмет, мы храним воспоминания, связь с прошлым. Иногда это еще и тактильное доказательство того, что все это было реально. В этом пункте не работает жесткая рациональность, это эмоции. Нельзя просто сказать «я этим не пользуюсь, значит нужно выкинуть». Здесь нужно разделить предметы, которые относятся к ядру памяти, и массу предметов вокруг памяти. Вероятно, всю память о каком-то событии можно уместить в одном предмете, максимум в 2. Но хранить 10-12 штук уже вряд ли обязательно. В итоге нужно оставить несколько самых сильных вещей. Не весь пакет. Все остальное можно сфотографировать, подписать или, как один из хороших вариантов, сделать коробку памяти ограниченного размера. 4. Это вещь как часть меня. Старая одежда, книги, инструменты, коллекции. Здесь вообще проще, чем кажется. Мы задаем себе вопрос, это про меня сегодняшнего или про прошлого? Если про сегодняшнего, значит вещь нужна. Все нормально, можно ее прогнать по другим пунктам. Если про прошлого, скорее всего, хватит 1-2 предметов, и это уже начинает относиться к пункту про память. 5 пункт, который называется «на будущее», «под проект», «когда-нибудь», это вот рыбалка. Это все наши мечты. Самый честный вопрос здесь такой: я реально иду к этой жизни или просто храню возможность? И очень часто мы храним не план, а надежду, будущую версию себя. Что помогает? Ставить срок. Если за 6-12 месяцев вы не сделали ни одного шага, то это, скорее всего, не план, а фантазия. Нужно честно признать, что до этого вы, вероятно всего, не дойдете. И главное, не корить себя за отказ. У всех ресурсы конечны. И не нужно распыляться на то, чего, скорее всего, вы не успеете достичь. Я уже несколько раз сказал, рыбалка, просто чемоданы с рыбалкой. Вон стоит в шкафу. И каждый раз я думаю это. Я поеду, я поймаю эту рыбу. Но это происходит так редко, практически никогда. Жалко. Стараюсь с этим бороться и стараюсь выкидывать. Что это подарки? От человека, от семьи, друзей. Даренные вещи, вещи родителей, бабушки. Любые предметы, которые жалко не из-за самой вещи, а из-за отношений. Здесь мы можем хранить связь, любовь, долг, семейную память. Главное здесь понять, отношение живет не только в предмете. Если этого человека уже нет, это уже опять же относится ближе к пункту про память. А иногда вещь остается просто вещью. 7 пункт – красота. То есть это все эстетические вещи, украшения, декор, сервизы, которые находятся в шкафу. Ничего не вспоминаете? Здесь важно понять, что мы на самом деле храним эстетическое удовольствие, ощущение красоты, возможно, образ желаемой жизни, какую-то частичку уюта. Тут работает очень простой принцип. Если вещь правда для красоты, она должна быть видима.
в нашем пространстве перед глазами. Вы не можете держать миллион вещей перед собой. Только какие-то определенные. Пространство у нас всегда конечно. А в пакете красота жить не должна. Если красивая вещь лежит в шкафу годами, не носится, не радует глаз, не используется, значит, она уже не выполняет свою эстетическую функцию. Это опять превращается в фантазию. Тут либо нужно вывести красоту в жизнь максимально, пользоваться вещью, иначе потом она испортится. Либо признать, что эта красота лежит у вас в шкафу и не используется. Она не нужна. Переходим к 8-му пункту. Это, наверное, самый большой кейс. Называется он так. Я просто не могу принять решение. Такое бывает часто. Иногда психика перегружена, иногда просто не хочется, возникает избегание, отсрочка непринятого чувства, ощущения «разберусь потом». Здесь помогает, наверное, из опыта не разбирать все сразу, решать по 5-10 предметов, вводить категории заранее, ставить ограничения по времени и не пытаться принять идеальное решение, а просто достаточно маленького, честного. И не нужно каждый раз пытаться принимать какие-то идеальные решения, что, я не знаю, возьму вот это вот сразу расчищу все за один день. Можно просто честно себе сказать, сегодня я успею разобраться с 3 предметами. Выставлю их на Авито, посмотрю, что будет, не более. А в следующий раз попробую еще. Поэтому задавайте себе больше вопросов, как можно больше. Что вы на самом деле храните? Полезность, память, вину для себя, будущее. Постарайтесь быть честными с собой. Поймите, какие фразы у вас крутятся внутри, какие мысли, какая у вас мотивация. Вот это главное слово. Мотивация. Что у вас стоит за тем, что вы храните. Почему вы поступаете именно так? Давайте теперь пройдемся по инструментам. С помощью чего можно разбирать вещи. Первое, что нужно сделать, это отделить те вещи, которые еще можно продать. Обычно по опыту одежду и ботинки продать можно, а вот какие-нибудь кофты, футболки, джинсы чаще всего уже особо никому не нужны. Куртки тоже можно продать, но довольно редко. И, конечно же, не за те деньги, за которые вы их покупали. Если, например, вы брали куртку за 4-5 тысяч, то хорошо, если потом продадите ее за 1000 рублей. Это вполне нормальный кейс. Продаем, конечно же, на Авито. Лучший сайт, который есть в Рунете. Мне очень нравится доставка. То есть за небольшую комиссию вы просто это все правильно пакуете, приходите в Яндекс или в Авито пункт, и это все уезжает. Не нужно ни с кем встречаться. Прям реально классно, реально удобно и очень помогает. Но здесь важно четко разграничивать, что вы можете продать на том же Авито, а что не можете. Понятно, что у каждой вещи, в зависимости от ее состояния, есть своя цена. И очень важно правильно это состояние оценить. Если вы покупали, например, вещь за 5000 рублей, не нужно пытаться отбить всю стоимость. Это вообще самая плохая логика, которая есть. Но я часто замечаю, что люди именно так и делают. Вещь стоит ровно столько, сколько она оценивается на вторичном рынке, с учетом ее состояния. Это вот главное. Например, если вы изначально покупали фирменный рюкзак Пиквардо за 30 тысяч, хорошо, если вы продадите его потом за 5. У меня недавно как раз были такие рюкзаки, от друга достались. Один в оригинале стоил 40 тысяч, другой 30. В итоге один я продал за 6, другой за 5. Больше особого спроса не было. Ну так бывает. Какие-нибудь кабели в принципе не продаются, никому не нужны. Кулоны тоже. Одежда на Авито заходит тоже не очень. А вот матрасы, инструменты, все, чем можно пользоваться руками. Какие-нибудь молотки, иногда шкафы, кровати, колеса от автомобиля. Это все заходит лучше некуда. И здесь у меня появляется важная мысль. Когда вы покупаете вещь, возможно, стоит сразу задуматься о конце ее жизненного цикла. Что вы будете делать с ней потом, сколько она потом будет стоить. Если она очень быстро обесценится, то может она вам и не нужна. Второй инструмент, если продать вещь не удается, то можно отдать ее родственникам. Например, в фенах за последние годы произошла технологическая революция. И раньше, если вы покупали фен Philips за 4000, то сейчас вы не сможете на том же Авито продать его за 300 рублей. Я продаю уже полгода. Фен рабочий, там нет абсолютно ничего плохого. Работает идеально, но не выкидывать же его. Можно продать родственникам, которые будут им пользоваться. И когда их фен сломается, может, конечно, и не сломаться, они заменят его нашим. Но все-таки мы расхламляем квартиру. И чувство, что вы куда-то пристроили вещь, оно тоже очень и очень ценно. Дальше хороший путь – доиспользовать вещи.
Если у вас есть дача, машина, старые вещи, например, футболки, носки, трусы, рубашки, юбки, все это можно пустить на потряп. Все это можно пустить на тряпки, ими можно что-то протирать. Я, например, обычно протираю машину, масло и только потом уже выбрасываю. В магазинах тряпки стоят около 400 рублей за килограмм. Я могу, конечно, ошибаться, но год назад так было в Автоол, автомобильный магазин. Если вещь действительно в более-менее нормальном состоянии, ее, конечно же, можно дать на благотворительность. Есть фонды, например, «Второе дыхание», которые принимают старые вещи. Дальше они их сортируют. Часть отправляют на благотворительность, а часть на переработку. Это нормальный, это классный кейс. Если дома есть аккумуляторы, вообще что-то опасное, старое масло, использованный бензин, тут только переработка. С этим шутить не стоит. Лучше прям не лениться и дойти до центра приема. Особенное внимание нужно обратить на аккумуляторы и батарейки. Это как раз тот случай, когда лучше сдавать обязательно на переработку. Потому что при неправильном хранении и утилизации они могут реально навредить. Не только вам, но и окружающим людям. Взорваться, загореться. Для бытовой техники, если есть холодильник, неработающая стиральная машина, плита, ну, во-первых, их можно починить, но если не удается, то в магазинах есть часто программы по переработке. Вы покупаете новую технику, получаете на нее скидку, а старую сдаете в трейд-ин, ее увозят, и вы ее никогда больше не видите. Классно? Классно. И последнее, что вообще хочется сказать, если вы вообще не можете придумать, что делать с вещью, но и выбросить вы ее пока не готовы, попробуйте сделать карантинную коробку. Я иногда так и делаю. Складываю туда все спорные вещи, а потом смотрю, пользовался ли я ими в течение 3 месяцев или нет. После этого пересматриваю решение. Когда вещи долго лежат в карантинной коробке, особенно после нескольких просмотров, у тебя в итоге формируется более ясное мнение, что с ними делать. И часто ты понимаешь, что это не нужно, это не твое, это можно спокойно отпускать, а что-то наоборот оставляешь. Ну и плюс, конечно же, есть очень русский или даже советский маршрут — вывести все на дачу. Это, наверное, для русского человека вообще как отдельная категория. Но дачу захламлять не нужно тоже. На этой ноте хочется остановиться, закончить поток мыслей. Хотя это не совсем поток мыслей, я прочитал достаточно неплохое количество исследований, когда готовил это видео. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, я буду очень рад. Спасибо вам огромное, особенно если досмотрели до этих слов. Пока-пока.